Ready ka muna? Sa ulo, sa ulo. Dito ko. Hello, my friend. I'm going to try sleeping here. Dito, dito. Wait ko matako ah. Один из дней мы решили провести в Дубай-моле, и его оказалось ничтожно мало для того, чтобы все обойти. Даже не заглядывая в магазины Дубай-мола, мы побывали не на всех его торговых аллеях. Добирались мы на метро, до станции, в названии которой есть два заветных слова «Дубай-мол». Сразу скажу, что на посещение надо закладывать значительное время на переходы из метро в мол и обратно. Эти переходы показались мне просто какими-то гигантскими. Если у вас время ограничено, наверное, лучше сразу брать такси. Выйдя в мол, мы первым делом наткнулись на огромный книжный магазин с литературой со всего мира и на любую тему. Здесь собраны шедевры из разных областей. Я уж не говорю про самые топовые бестселлеры, огромное количество журналов из разных стран, интересные книжные коллекции. В общем, только в одном этом магазине можно провести не меньше суток. Этот магазин – настоящая сокровищница в Дубай-моле. Но двигаемся дальше. А дальше мы решили посетить китайский ресторан, чтобы приготовить себе еду самим в большом котле с разными бульонами. Найти его несложно, я имею в виду китайский город. Он начинается там, где каток, а ресторан в самом начале слева, как идти вдоль городка. Заказ делается очень легко. Вам дают планшет, где вы сперва выбираете, на каком бульоне будете варить все, что выберете далее. То есть вы выбираете основу. Мы выбрали супер острый бульон, как я люблю, и обычный куриный для Андрея. Далее начинается самое интересное – выбор ингредиентов. Остановиться было сложно, хотелось попробовать абсолютно все. Для таких любопытных, как мы, предусмотрены небольшие порции. То есть можно заказать обычную порцию чего-то, а можно половинку. Мы заказали по половинке разных вкусняшек. И я всем рекомендую так поступать.
заказала суп, чтобы половинка была острая для меня, половинка не острая для тебя. Я заказала немного разного мяса, овощей и тофу. И включила дополнительно разные соусы, 14 дирхам с человеком. А еще я рекомендую не пожалеть и воспользоваться станцией специй и добавок, используя которые вы можете сделать себе соус по душе. Если теряетесь, что с чем смешивать, тут же над станцией есть стенд с картинками, с вариантами разных рецептов соуса. Очень наглядно, очень удобно и очень вкусно. Такой дают планшет, и я здесь на планшете все выбирала. Вода, кстати, бесплатная, безлимитная. Вот такие половнички у нас. Вот, сейчас нам включили огонечек, сейчас будет закипать потихоньку. Вот этот обычный бульон, вот этот вот очень острый. А это комплимент от заведения. Уже поели, просто меня прикольнуло то, что сумку Андрея накрыли вот такой вот тряпочкой, которая сливается с цветом диванчика. А мою что-то не прикрыли вообще ни разу. Вообще ни разу. То есть они понимают, кто в доме хозяин. Где сумочка с финансами? После суперплотного обеда мы продолжили изучать молл. Заглянули в Apple Store. Писали, что там неплохая площадка с видом на шоу фонтанов. Вот именно, что неплохая. Я уверена, есть и получше. Вид из толпы был, ну, так себе. Я нифига что-то не впечатлилась. Андрей, а ты сейчас где? В Apple Store. В Apple Store. Действительно в Apple Store. На террасе. На террасе. На какой фонтан? Фонтанов еще нет. Ты уже в предвкушении, я поняла. Мы вышли на такую террасу у Apple Store на первом этаже, с которой открывается вид на поющие фонтаны. Но мы...
на один из. Мы пришли немножечко поздно, поэтому вот все шикарные места там в той части заняты. Туда не пробраться, не подойти, а мы будем смотреть как бы на них издалека чуть-чуть. А вот чем я впечатлилась, так это фэшн-аллеи. Дорогие бутики в Дубай-моле выглядят по-особенному дорого и шикарно. Быть в Дубае и не съездить на пляж было бы глупо. Вот мы и поехали, но не покупались. Цены на лежаки удивили дороговизной, ведь в них не было ничего особенного, а к лежанию на полотенце мы как-то просто морально были не готовы. Пляж красивый, людей не так много, как я думала будет, вода чистая. Кстати, говорят, на пляжах Дубая весьма безопасно. Можно не сторожить вещи по очереди на берегу, как мы обычно делаем, а смело оставлять все на лежаках и идти купаться. Бюджет следующего рода. Первый, второй ряд называются VIP ряды, и, в общем, лежак на них стоит 150 дирхам с человека. Если вы берете третий ряд и последующий, то это уже 120 дирхам с человека. 120 умножаем на 2, это за двоих 240 дирхам. Делим примерно на 4, чтобы получить сумму в долларах. Получается $60 или 6 тысяч рублей за то, чтобы полежать на пляже. Это дорого. В Черногории в 6 раз дешевле. А лежаки все те же самые. Мы просто сейчас подходили близко, чтобы посмотреть. Там думали, может, какие-то золотые лежаки или что. Нет, все обычное. Здесь очень крутые спортивные площадки. Кафешки, кстати, есть. Интересно, есть у них пиво? Нас интересует только одно. Не смузи, а пиво. Ну, я думаю, есть. Безалкогольное хотя бы должно быть. Вот такая здесь атмосфера. Люди все на чиле, на расслабоне. Много скамеечек. Это хорошо, когда есть скамеечки, что не обязательно, если вам хочется просто посидеть, заходить в какое-то заведение. Вообще супер. Кстати, пляжная линия очень широкая. Азия, ага. Ну, тут парковка, во-первых, такая, наверное, большая. Ну, много всяких сервисов здесь перечислены тоже. Ну вот, велосипедная дорожка. Это, наверное, беговая дорожка.
Ну, интересная схема. Приехали в Бизнес-Бэй на метро. Это такой район очень загруженный, деловой. Здесь заходит в метро очень много людей, и к вагонам очереди. И стюарты ходят, и эти очередями этими управляют. Подгоняют. Ну, всех подгоняют, прям буквально, можно сказать. Ну, не заталкивают в вагон, но... Чтобы не останавливались. Да, чтобы не останавливались, чтобы проходили энергично. И я первый раз увидела очереди на вход в вагон метро. Это вот на этой станции, Бизнес-Бэй называется. Ну и здесь, конечно, потоки такие очень большие, да, вот, ну, люди идут. Вон там, вот смотри, оттуда сколько людей идет, вот прямо по курсу. Реки. И, соответственно, вот через вот эту вот стройку, огороженную забором, но мы, понятно, не пойдем, мы обойдем, но вот там за ней находятся автобусы и такси. Кстати, с такси был снова прикол. Мы не поняли, где их стоянка, заказали через Карим. Таксист отжал ожидание вместе стоянки, ну так мы более-менее сориентировались, где эта стоянка. Но когда сели в машину, у него начались разборки с теми водителями, которые стояли в очереди первыми. Он долго объяснял, что принимал заказ через Карим, через приложение. Ну, в общем, кое-как мы оттуда выбрались. Ну а завершили мы этот день прогулкой по красивому кластеру с названием Skywalk. Здесь, в одном из отелей, мы насладились аперитивом, воспользовавшись специальными ценами на алкоголь. Всем советую заранее узнавать, где проходят happy hours, так называемые счастливые часы, и не пропускать их, если хочется почилить с бокальчиком. А вне happy hours цены в 1,5-2 раза выше обычно. Андрюша, тебе удобно сидеть на этом стуле? Ну да. Знаешь, почему тебе удобно? Потому что ты хочешь пива. Мы успели. Преодолели все пробки. Проехались на метро и на такси ради этих счастливых часов.